Вы посмотрите только, что происходит. Мы с вами покупали по 1,2 цента, по 1,3, и буквально за неделю монета взлетела на 4 цента, на 4,1. Это почти 4 икса за 5-6 дней. Да, она сейчас немного ушла в накопление, возможно, она дойдет до 2,4 цента, но ничего страшного, мы уже с вами в хорошем плюсе. Всем привет, вы на канале CryptoLevel, и мы сегодня разберем с вами, как зайти в этот проект, как купить аксиков, как их продать, как сдать в аренду. В общем, все самое необходимое для того, чтобы можно было начать зарабатывать. Кто не знает, с чем связан рост такой стремительной этой монеты, смотрите мое первое видео. Рост связан с их обновлениями радикальными, которые выпустила эта команда. Видео я снял сразу перед тем, как они выпустили обновление за день, чтобы вы успели зайти в этот проект и заработать нормальные иксы. Поэтому, кто не подписан на мой канал, обязательно подпишитесь. Здесь есть много чего интересного. Ну а мы с вами погнали. Так, ну и первое, что нам надо сделать, это установить саму игру. Нажимаем на официальном сайте вот Play Now. Спрашивают, куда мы будем устанавливать. Мы устанавливаем на компьютер. Вот уже погнало скачивание. Открываем. Нажимаем извлечь все. Диск C, все дела. Извлекаем. Опять заходим в этот сетап и нажимаем запуск. И дальше нажимаем кнопку разрешить. Все, игра установлена. Пока мы ее сворачиваем. Дальше давайте зайдем на Marketplace. Нажимаем Loading через Ronin. И дальше нам надо будет создать Ronin кошелек. Нажимаем установить. Установить разрешение. Закрепляем его, чтобы было удобнее. Дальше нажимаем на сам значок, на этот Get Started. И нажимаем верхнюю строчку для того, чтобы его создать. Придумываем паспорт. Повторяем его. Также смотрим секретную фразу. Это надо будет все скопировать. Нажимаем на копи. Сохраняем где-то его. Вставляем эту фразу. Нажимаем далее. И надо будет ввести эти слова в таком порядке, как нам говорят. Первое слово, пятое слово, восьмое и 11 слово. То есть первое слово коралл, пятое слово price, восьмое слово. Да, копируйте так, чтобы не было пробелов. Готово. Итак, дальше переходим в Axie Infinity, точнее Marketplace. Логинимся через Ronin. Нажимаем на Ronin. Confirm. И все. Мы в аккаунте. Нам предлагают имя. Мы можем его также изменить. Вот копируем это имя. Тоже сохраняем в нашей сохранялочке. Обязательно имя должно быть. Так как если вы захотите обратиться в службу поддержки, вам надо будет его указать. Сохраняем его. И дальше нам надо подвязать нашу почту и наш паспорт. Нажимаем сюда, вставляем наш email и придумываем паспорт. Вставляем и повторяем. Confirm. Капчу разгадываем. И все, аккаунт почти готов. Надо теперь на почте ввести сюда код подтверждения, который придет вам на почту. Заходим на почту, входящий, копируем этот код и вставляем сюда. Все, в принципе, аккаунт готов. Мы можем теперь заводить сюда деньги на Ronin и покупать за эти деньги аксей на Marketplace. Вот заходим на Marketplace и видим, что здесь продается. В общем, вот я зашел в свою учетную запись, в другую. И давайте попробуем сюда завести деньги. И я расскажу, как я первый раз потерял на этом всем деньги. Дело в том, что многие блогеры учат, вот давайте зайдем в мой аккаунт, как переводить. И это выглядит следующим образом. Вот Ronin, нажимаем на эту вкладку, закрываем это все и внести депозит. Нам нужен кошелек MetaMask, сеть Ethereum. В общем, на сеть Ethereum, на MetaMask мы заводим сначала свои эфиры, а потом
соединяем наш MetaMask с кошельком Ronin. Потому что на Ronin эфир завести не получится, так как он здесь немного деформирован. Вот здесь он не ETH, а VTH. И для того, чтобы сюда завести эфир, надо это делать через MetaMask и через вот этот вот сервис. Но я вам сейчас покажу, как это сделать практически бесплатно, там за копейки. Так как эфир это, по-моему, самая дорогая сеть, и для того, чтобы завести сюда деньги в эфире, уйдет очень большая комиссия. У меня ушло $35. А акции вы можете купить только за эфир. Ни за что больше другое, только эфир. Давайте зайдем на наш Ronin. И мы видим здесь SLP и эфир. Мы будем сюда заводить SLP, а потом их просто менять на эфир. SLP мы можем купить прямо на Binance. Я вам покажу, как это делается через Binance. Может, я думаю, что через другие биржи тоже это можно сделать, но я делаю только через Binance. Ссылочку на Binance вы можете взять в описании. Давайте перейдем на Binance. Вот, я уже подготовил SLP, то есть я их купил, и нам надо их перевести на кошелек Ronin. Нажимаем «Вывод». Выбираем сеть Ronin и вставляем адрес кошелька. Вы видите, что адрес идет с ошибкой и сеть сразу же пропала. То есть, что нам надо сделать, чтобы избежать этой ошибки? Нам надо зачеркнуть слово Ronin и двоеточие и написать сюда, вписать точнее 0 КС на английском языке. Пишем 0. Переключаем английскую вкладку и пишем XKS, X. В общем, как-то так. Теперь адрес правильный. Выбираем сеть Ronin. Сумму выбираем. Давайте все. И мы видим, что включена комиссия 1 SLP. То есть это буквально 2,5 цента. Нажимаем «Вывод». Вводим все кода, нажимаем «Отправить». Отлично. То есть у нас сейчас на кошельке находится 1000 SLP на $25. Ждем остальные деньги, еще $50. Итак, заходим на Ronin, смотрим. Вот, $77 у нас уже есть в SLP. Давайте попробуем, как здесь работает обмен. Нажимаем на Swap. Здесь вбиваем наши SLP, которые мы будем продавать, и меняем, к примеру, на эфир. Можем поставить максимум, а можем поставить там, давайте, 25 SLP. Нажимаем Swap. Дальше подтверждаем. И подтверждаем также это в нашем Ronin кошельке. Смотрите, каждый день дается бесплатные транзакции. То есть, по-моему, 8 или 9 бесплатных транзакций, мы можем воспользоваться ими. Нажимаем Confirm. У нас остается еще 2 бесплатных транзакции. В общем, проверяем кошелек, потому что это может быть долго. Есть. Эфир зачислен на у нас 60 центов почти. Но вам для того, чтобы собрать команду, понадобится, допустим, если вы сейчас будете покупать это долларов 150, но этой командой вы не сможете играть в нормальном рейтинге, то есть зарабатывать нормальные деньги, вам необходима команда будет хотя бы долларов 250, а то и 300 для того, чтобы держать нормальный рейтинг. Так как акции делятся тоже на дорогих и на недорогих. Дешевые акции называют еще мусорными, так как ими невозможно играть. Команда состоит из 3 аксей, и также этих аксей можно скрещивать. И когда скрещивают непонятно кого, непонятно с кем, так как они тоже относятся к разным категориям, таким образом и выходят мусорные акции. Их можно просто держать, их покупать для того, чтобы, если у вас на аккаунте есть хорошая команда, которая играет в нормальном рейтинге, то дешевые акции вам просто добавляют еще энергию, с помощью которой вы можете сражаться и зарабатывать деньги. Стандартно в день вам дают 20 энергии, но дополнительно, если вы имеете еще 7 акций на аккаунте, то у вас получается 40 энергии. Если у вас на аккаунте 20 акций, то это получается 60 энергии. 60 энергии это 60 боев. За каждый бой вам платят деньги, за каждый, точнее, выигранный бой, за проигранный бой вам ничего не платят. Из 60 боев примерно 30 побед у вас будет в среднем. И стоимость победы будет зависеть от того, на каком рейтинге вы играете. Чем выше рейтинг, тем больше платят за победу. Поэтому мы заинтересованы
купить хороших акций дорогих, которые будут играть на очень хорошем рейтинге. И для того, чтобы, допустим, я как выбираю для себя команду, я играть не умею, но я смотрю блогеров, которые показывают топ игроков, самые лучшие, и также разбирают их акции по характеристикам. И по этим характеристикам можно найти на маркетплейсе этих акций. И сейчас мы попробуем с вами разобрать, как по характеристикам найти хороших акций, как их купить, как их продать. Давайте перейдем на сначала инвентарь в моем аккаунте. У меня вот есть акс. И давайте разберем, какие у него есть характеристики. И посмотрим похожих акций по этим же характеристикам, сколько они стоят и за сколько мы его можем поставить на продажу. Соответственно, так же самое, если вы нашли на маркетплейсе какого-то аксика и он вам понравился, вы его хотите купить, вы тоже можете на него нажать и по этим характеристикам найти похожих акций и посмотреть, завышена ли цена или это хорошая цена на покупку. Нажимаем на акции на моего. Вот мы видим его характеристики. Давайте сделаем, зайдем в Marketplace. Давайте продублируем вкладку, в общем. Тут нажимаем просто Marketplace. И дальше копируем все характеристики и вставляем в поисковик. Глаза, уши, ковер, памкин, туловище. И вот вырисовываются уже похожие акции. Начинают зубы года и также карот, хвост. Мы видим только одного акси. В общем, акции отличаются здоровьем, скоростью, мораль и скиллы. У нас 56 здоровья, 32 скорость нас не сильно интересует. Главное, чтобы было хорошее здоровье. И вот эти вот карточки. Карточки это у нас зубы идут, пампкин, туловище, рога и хвост. То есть мы можем убрать глаза и уши. Они, возможно, дадут нам на скорость, повлияют и на вот эти вот скиллы, в общем. Давайте уберем глаза и уши и посмотрим, что у нас будет. Убираем уши и убираем глаза. Вот, эти все акции похожи. Нажимаем, вот, к примеру, на одного из них. Карточки те же самые, но скорость 38, здоровье 51. У нашего героя здоровье 56, скорость 32. Этот танк называется, у него должно быть хорошее здоровье. Он идет впереди у нас и он принимает всю атаку. Поэтому скорость нас не интересует. Вот этот танк нас вообще не интересует. То есть идем, давайте возьмем вот этого, к примеру. Здоровье уже лучше, но все равно слабенький. И таким образом я выбираю для себя нужного акси. То есть у нас есть только один похожий акси, он стоит $3000. Это высокая цена, я своего покупал за $60. И сейчас я могу его поставить где-то за $90, он точно уйдет. Также я покупал одного акси за $35, продал за 90. И еще пару было хороших покупок. Одна покупка была, конечно, неудачная. Я купил дорого акции, которые в принципе ничего не стоят. Поэтому проверяйте своих акций. Это самое главное для того, чтобы не попадать потом на бабки. В общем, за $90 продавать мне его не интересно, так как мне, чтобы купить такой же танк, опять придется выложить $90 и еще его надо будет поискать. Выставлять мы его будем за $150. В принципе, я хочу собрать команду, мне его не особо интересно продавать, но если за $150 купят, тогда я смогу купить что-нибудь получше, либо заморочиться и найти такой же танк за $90-100. Нажимаем кнопку Seal. Цена идет, не забывайте, в эфире. 1 эфир это $300, 0,1 эфир это... то есть 1 эфир это $3000, 0,1 эфир это $300. Значит, мы ставим 0,05 эфира, это приблизительно будет $150. Нажимаем Confirm. У нас последняя комиссия у меня тут осталась. Для того, чтобы мы можем заплатить комиссию Ронинам, нажимаем Edit, ставим Рон. Комиссия на Ронине очень маленькая. Нажимаем Confirm. Опять нажимаем кнопку Инвентарь. И через какое-то время здесь появится цена. Он выставится на Marketplace, на продажу. Давайте пройдемся по кнопкам. Это Marketplace. Это дашборд. Тут тоже выставляют все акции, которые попадают на Marketplace. Вот проходят
сначала здесь можно выцепить хорошего Акси. Заходим в мой аккаунт. Обмен вы уже видели, он нам не интересен, эта кнопка, так как мы будем теперь это делать через Binance. И Climb токен — это акции, которые вам заработали. Через какое-то время вы можете заклеймить. Я уже снял со своего аккаунта все токены, тут было 130 токенов. Снимать их можно примерно раз в 2 недели. Давайте зайдем в инвентарь, обновляем нашего танка. И здесь появилась цена $148, это нормально. Дальше, что вам еще необходимо знать? Мы рассмотрели танк, планта, их используют как танки. Дальше, атакующие у нас идут рыба и птица. Они больше всего наносят урона, но у них очень мало жизни. Бист, у него небольшая скорость. Кстати, у рыбы и у птицы очень большая скорость, поэтому они ходят всегда самые первые. Бист скорость поменьше, но у него больше здоровья и так далее. Тут много вариантов, которые используют. Этому учить я не буду, также я не буду учить вас, как играть, потому что сам не умею. Но если вы хотите поиграть, то вы заходите в аккаунт, который мы создали. Здесь пишите email и паспорт, который мы создали. И нажимаете кнопку логин. И вы в игре полностью можете играть и драться. И давайте, к примеру, выберем вот рептилию, нажимаем. Они идут смешанные, то есть может быть клюв вот птицы, тело рептилии, из задницы торчит какой-то листок от планта. Для того, чтобы чистую рептилию выбрать, нам надо прийти поставить 6. То есть это самая чистая рептилия. Они будут дороже, вот идут от $60. Ну, также их будет легко продать. То есть это рептилии без примесей. И так далее по остальным параметрам. Вот птицу можем выбрать. Птицы они идут дешевле, по $39 минималка с частотой 6. Дорогие идут вот Dusk, Down от $107. Самая дешевая птичка идет. И Dusk идут самые дешевые от 48. Их тоже используют как танки. В общем, приблизительно вы разобрались, как здесь покупать, как продавать команду, как ее собрать. И давайте посмотрим, как же ее можно сдать в аренду теперь, эту команду. Где нам найти людей? Людей мы ищем в Телеграме. Есть вот сайт, допустим, Axie Infinity аренда. Заходим на него. И тут можете почитать, что пишут люди. Вот, к примеру, сдам в аренду аккаунт 2 планта плюс птица. 50 на 50. Не пропускать дни. Держать рейтинг 1400-2000. Выплаты каждые 2 недели. На Binance, Ronin, пишите в личку. Мы можем написать вот то же самое. Вот тоже сдает 40 на 60 с опытом русскоязычный. Выплаты 2 раза в месяц. Пишет филиппинец, скорее всего. Привет, я ищу стипендию или аренду. Я могу заработать 130-150 SLP в день. В предыдущем сезоне нужна доля 50 на 50 или 60 на 40. Вот ему ответили, чего так мало, меньше 200 SLP в день команды не берут. В общем, это пошутили с него, потому что 130-150 SLP в день он не заработает. С новыми обновлениями заработок очень сильно упал, раза в 3, и поэтому можно заработать 60-80 SLP на такой средненькой команде. На хорошей команде уже можно 100 SLP, 120 заработать, но точно не 130, не 150. Вот также сдам слот 50 на 50. Мы можем зайти посмотреть, что там за акции. И можем посмотреть стоимость этих акций. Нажимаем вот на планта, к примеру. И проверяем, выбиваем эти настройки. Также мы можем посмотреть на зверя и на вот эту рыбу. И таким образом мы можем собрать любую команду, вот, которые предлагают и говорят, и хотят, допустим, 1200, 1600 опыта. Также вот команду можно увидеть. Это по отдельности каждый акс. Вот этот, второй. В общем, вы поняли. Нам, чтобы разместить команду, вбиваем сюда просто своих аксиков и пишем свои условия. Также не забываем, что вашу команду, ваш аккаунт могут заблокировать, если вы сдаете какому-то неадекватному человеку, который играет на вашем аккаунте, потом начинает на том же телефоне играть еще на каком-то аккаунте. То есть одно устройство должно быть на одном аккаунте. Это очень важно знать. Я, наверное, об аренде сниму отдельное видео. В общем, если мы нашли человека, который соглашается играть на нашей команде, то есть там тоже много нюансов, много филиппинцев, которые берут аккаунты у вас в аренду и сдают другим же людям. Вот у меня один такой аккаунт, по-моему, я поменял пароль, буду искать кого-то русскоговорящего, потому что этот паренек по-русски вообще ничего не понимает. В общем, этот товарищ то играет, то не играет. Также он бывает сливает рейтинг, бывает поднимает рейтинг. Видно, что не один человек играет.
И сейчас он начинает меня просить о том, чтобы передать аккаунт какому-то своему брату. В общем, мутный персонаж, я просто поменял пароль, и сегодня он не играл вроде бы, подожду еще пару дней для того, чтобы убедиться, что никто не играет на аккаунте, и опять выставлю его в аренду, только уже русскоговорящим, так как я не совсем понимаю филиппинцев. Да, итак, для того, чтобы нам дать в аренду аккаунт, вот мой аккаунт, заходим, даем почту и пароль, который мы создали. Пароль можно менять постоянно, также почту и имя. Либо вы даете QR-код. Нажимаете здесь, просто копируете этот QR-код и даете человеку. QR-код действует 2 недели. Каждых 2 недели его надо будет менять. То есть по этому QR-коду он уже зайти в аккаунт не сможет. И каждых 2 недели просто сканировать и давать ему новый QR-код. Если вы не доверяете этому человеку, не доверяете свою почту, можно делать так. И это все, что вы можете дать арендатору. Если он будет просить адрес Ronin кошелька или пароль от Ronin кошелька, этого давать не надо. Тем более не надо перебрасывать своих аксиков ему на аккаунт. Вы потеряете просто так свои активы. Еще я хотел вам показать трекер, как им пользоваться. Трекер отслеживает каждый день ваш приход. Здесь показывается, на каком рейтинге играет игрок, опускается рейтинг или поднимается, какая плата за этот рейтинг. Вот за победу платят 5 SLP. На этом аккаунте рейтинг чуть поменьше, и за победу платят 3 SLP. На этом аккаунте у меня 3 акса, на этом у меня 2. Один я докупил сегодня ночью. Я вам покажу, кстати, как покупать хороших аксей недорого, которые можно потом перепродать, либо собрать недорого очень хорошую команду. Ну, надо искать, надо ждать. И я покажу, как я это делаю. И чтобы добавить сюда аккаунт трекер, вы нажимаете сюда. Здесь пишите имя, либо почту, адрес Ronin кошелька вашего и процент, который вы готовы платить игроку. Если вы хотите себе 60%, ему 40%, пишите просто 60 и 40, и программа сразу будет отсчитывать, вот сколько вы должны заплатить игроку, у меня 50 на 50, и сколько остается вам. Это количество, которое на аккаунте. С этим все понятно. И также вот акси, которого я купил сегодня ночью. Я его купил за $49, поставил за 88 и опустил второго танка тоже за 88. Мне 2 танка не надо, мне надо, чтобы какой-то танк у меня откупили. Либо этот, либо этот. И давайте я вам покажу, как я их покупаю. Вот у меня отдельный браузер, здесь у меня собранная команда. Вот этого я купил за около $100. Этого купил за $60. И рыбу эту купил, я уже не помню за сколько, но я иногда просматриваю топ игроков, которые играют 2000 рейтинг и плюс. И те аксики, которыми они играют, я вбиваю настройки вот сюда, к примеру. И смотрю по этим настройкам, сколько продается аксей и по каким ценам. Вот самый дешевый 146. Мы просто обновляем страницу там каждый час или каждый день, как получается. И видим, что по ценам тут ничего не изменилось. Так же самое здесь. Вы помните, что самый дешевый 129. Обновляете страницу. Если появится танк такой, то есть такой же акции за там $80, это будет означать, что его можно покупать. Вот также появился по неплохой цене за $79 акции, его можно было бы купить, но все равно я думаю, что я дождусь что-нибудь подешевле. И сейчас я вам покажу танк, который я купил ночью, какие на них цены. Ага, да, вот, я его купил за $49, поставил за 88. Мой танк сейчас по таким характеристикам самый дешевый, потому что следующий идет 94, я поставил его специально чуть-чуть ниже, для того, чтобы его у меня купили в первую очередь. Купил за 49, продаю за 88. В любом случае я в хорошем плюсе. И вот таким образом иногда проскакивают очень хорошие варианты. Вы просто забиваете сюда 20-30 вкладок с топовыми аксиками, и иногда вам может повезти, и вы сможете найти по хорошей цене в 2-3 раза дешевле какого-то акса и постараться быстро его успеть купить. И также могу следующее видео я снять, как мы будем сдавать в аренду аккаунт. Пишите в комментариях, если это интересно. Насобирается пару комментариев, я сниму сразу видео о том, как найти человека и сдать на хороших условиях хорошему человеку аккаунт. Ну а здесь у меня вроде бы все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Обязательно пишите какие-то комментарии. А мы увидимся уже с вами в следующем видео. Всем пока!